Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Дом и сад». Думаю, многие знают, меня зовут Александра. Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить таким интереснейшим цветам, которые называются бегонии. Я думаю, многие из вас с ними хорошо знакомы. Ну а те, кто не знаком, либо те, кто познакомился с ними недавно, пускай присоединяются. Думаю, видео будет для них интересным. Почему решила рассказать об этих цветах? Потому что у меня клубни дожидаются, пока я сниму этот ролик. Я собрала вот целый ящик клубневых бегоний, которые я уже приготовила для того, чтобы спрятать на зиму, и никак не могу это сделать. Хочу снять видео, и наконец-то вот сегодня появилась такая возможность. Вот так выглядят клубеньки бегоний, которые я приготовила на хранение. Полный ящик, как вы видите. Вот они какие. И здесь торф, в котором я буду их хранить. Бегонии в этом году я выращивала впервые. До этого у меня были такие небольшие знакомства. Дарили мне такие цветы в горшках в основном. Я их высаживала. Но если вы их высаживаете и на зиму не сохраняете, то в моей климатической зоне они зимой там в открытом грунте не выживут. А вот уже в этом сезоне я решила попробовать вырастить из клубневых бегоний красивые цветы, которые бы украсили мой участок. Оказалось, что это дело не из легких, но опыт, как говорят, не пропьешь, поэтому хочу с вами поделиться этим своим небольшим опытом, который я приобрела в этом сезоне. Выращивала я бегонию как клубневую, так и бегонию из семян. Скажу, что бегонии из семян это совсем просто. Главное, надо иметь терпение. О них я поговорю в одном из своих других видео. А сегодня хочу поговорить о клубневой бегонии, которую собираюсь отправить на хранение. Как вы знаете, я живу в 5-й зоне зимостойкости, и у нас холода уже начинаются где-то в декабре. А такие серьезные холода, там с минусовой температурой. А бегония это субтропическая культура, субтропическое растение, и она не любит холода. В общем, как только у нас температура приблизилась примерно к 3 градусам где-то Цельсия, а она у меня последние недели перед холодами уже располагалась в теплице, то она отреагировала мгновенно. Листья пожухли и приготовилась уже умирать. Поэтому я быстренько срезала эти ее стебли, очистила клубенечки и обработала их фунгицидом для того, чтобы отправить на хранение.
общем, клубневые бегонии, которые бывают и махровыми, и бахромчатыми, и ампельными, это довольно интересные цветы, но они требуют очень большого внимания к себе. Во-первых, они влаголюбивы, во-вторых, они не переносят жару, ну и в-третьих, они любят свет, но рассеянный. То есть, если вы будете ее выращивать в полутени, она будет плохо цвести. Если вы будете ее выращивать на солнце, она тоже будет плохо цвести, просто будет обгорать. Поэтому надо найти вот такую золотую серединку, где она сможет себя показать во всей красе. Это первый момент. Второй момент – это ее влаголюбивость. Клубневая бегония родом из таких влажных субтропических зон, поэтому если у вас засуха и вы не успеваете поливать, лучше не заводите этот цветок, пусть он останется в ваших желаниях. Но все-таки, если решились, то буквально несколько советов из собственного опыта. У каждого клубенька бегонии есть определенная форма. Видите, вот он, вот такой он. Тут, где будут расти почки и где будут показываться стебли, здесь есть такое вот небольшое углубление. А там, где начнет расти корневая система, вот она такая вот овального такого, сферической, я бы сказала, даже такой формы. Овально-сферической. Вот давайте посмотрим. Это вот такая, похоже тоже немножко на овал. Так вот, если вы будете поливать бегонию и будете поливать ее сверху, то эта влага будет застаиваться в такой чашечке, которая образуется тут, где растут почки. И как следствие она будет загнивать. То есть, выращивая бегонию, вы должны понимать, что поливать ее надо только снизу. Только снизу, то есть в поддон, в горшок с тарелочкой или с подставкой, и только снизу. Тогда она будет хорошо себя чувствовать. И еще один важный момент, который надо учитывать при выращивании бегоний, это то, что она не любит жестких температур. Вот ей нужна температура в пределах 20-22, ну максимум 25 градусов Цельсия. И тогда она будет просто красивейшим растением. Как только начнется перегрев или недогрев, вы получите корявые такие, знаете, ну, не совсем те растения, на которые вы рассчитывали. Вот такие вот маленькие подробности, о которых я хотела тут упомянуть. Ну а теперь поговорим о хранении. Значит, я приготовила для хранения обыкновенный вот такой картонный ящик. Я наполнила его торфом. Торф, конечно, простерилизован. То есть я его прогрела, чтобы там не было никаких болезнетворных грибов. Потому что все, что тут находится в клубеньке, это очень вкусная еда для бактерий и для грибов. И при первой же возможности они этим воспользуются, я вас уверяю. Ну и эти клубни, которые я тоже обработала дезинфектором, я покажу это в своем видео. Они тоже были предварительно, как я уже сказала, обработаны, продезинфицированы. Далее я их просушила, и вот теперь я их отправлю в этот торф на хранение. Торф, после того, как я их хорошо упакую, я немножечко увлажню и отправлю в подвал, где температура примерно в пределах 10, ну максимум 12 градусов. И так они будут там у меня зимовать. Где-то я, наверное, в конце марта открою, верну их к свету и начну проращивать первые почки. И потом уже дальше приступим к посадке.
а теперь более подробно я покажу, какие же бегонии я выращивала в этом году. Я думаю, что это будет для вас интересно. Ну что ж, я надеюсь, что видео было для вас интересным, полезным, познавательным. Если оно вам понравилось, не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк, прокомментировать, какие эмоции у вас вызывают бегонии. Буду рада познакомиться, почитать и пообщаться с вами в комментариях. Всего доброго, всем пока, красивых цветов!